Ну что, я вам хочу еще показать третий дом в нашем видео. Это не музей Лувра, это дом брата моего мужа. Посмотрите, я просто вам хотела показать для того, чтобы было какое-то разнообразие. Мы с вами были в частном доме, где живут родители. Это тоже частный дом, но, так скажем, более семьи молодой. Что по поводу вкуса спорить не будем. На мой взгляд, очень много... Очень, как это даже по-русски сказать, очень все такое разное, очень много каких-то цветов, много... Я более люблю стиль минималистичный, здесь очень много всего. Вот, ну вот так как мы в гости пришли, посмотрите, какая красота здесь. Это фрукты, это сладости к чаю, но это уже другая тема. Вот, посмотрите, мне очень удивило, что здесь картина религиозной тематики. Это, я так понимаю, последняя вечеря Иисуса Христа. Вот. Я даже не знаю, знает ли хозяйка вообще саму историю этой картины, но для меня это было очень удивительно, когда я это тут видела. Посмотрите, какой королевский диван. Хозяйка очень любит всякие такие вот штуки королевские, все такое вот, я не знаю, это с чем связано, но тем не менее, посмотрите, шторы, мне даже этот ковер напомнил символы какой-то династии. Вот здесь то же самое, корона, наверное, тут, я не знаю, может быть, какие-то орлы. То есть вот такого вот плана, очень интересно. Вот. Здесь также, посмотрите, это получается как гостиная большая, и кухня по системе опена. Вот. Семьи, которые более такие уже молодые, кушают за столом. Семьи, которые более постарше поколения, очень часто расстилают скатерть и кушают на полу. Все современная техника. Я это к чему говорю? К тому, что даже мой двоюродный брат думал, что Иран это верблюды, это аулы, это песок. Нет, Иран очень цивилизованная страна. В домах все очень красиво, все очень современно. Современная техника. У нас даже такого нету. Посмотрите, давайте на кухню пройдем. Посмотрите, какая шикарная кухня. Тоже все современное. И микроволновая печь, и духовая. Вот здесь, посмотрите, сверху также идут стекла. Это также, вот как я вам показывала, естественное освещение. Правда, они здесь их немножечко, видите, залепили, наверное, наклейками. Вот. Но просто хотела, чтобы у вас было какое-то общее представление об иранском доме, как живут иранцы. Это я тут не знаю, к чему вообще здесь и тут, и там. Вот, поэтому посмотрите, все вот так вот красиво. Иранцы очень большое внимание уделяют посуде, для них это очень важно, чтобы все было красиво, какие-то такие наборчики, красиво очень сервируют всегда. Посуды используется всегда много, для салата отдельная пиалочка, для йогурта отдельная. То есть, ну вот посмотрите, то есть в общем плане, я думаю, что у вас должно было сложиться впечатление о том, как живут иранцы. Друзья, мы с вами зашли в спальню хозяев. То, что я вам хотела сказать. Молодые пары сейчас все спят на кроватях. То есть мы видим с вами большую кровать. Вот так вот выглядит спальня. В Иране сейчас в последние годы очень модны вот такие вот обои. Раньше было модно просто покрасить в белый цвет стены. Сейчас модны обои. И очень часто я вижу вот именно вот такие вот какие-то вот узоры крупные такого плана. И сразу же на фотографиях узнаю, что это иранские дома по обоям. Вот, то есть, ну, вот такого вот плана мы с вами видим. Спальная комната. Здесь комната детей. В этой семье живут двое мальчишек. Вот так выглядит комната детская. Вот компьютерный стол. То есть, ну, абсолютно все модерн, как и у нас, в общем-то. Поэтому вот, ну, кондиционер, тут газовый стоит, так как жарко. Кондиционер газовый тоже более современный, у кого есть денег побольше, тут ставит. Ну и напоследок я вам хотела показать внутренний дворик данного дома. Вот, посмотрите. Высокие стены, чтобы никто не видел. Опять-таки мы видим
туалет во дворе, удобный для гостей и для хозяев, когда кто-то внутри, гость есть. Очень интересная архитектура в плане того, что вот две колонны такие, привлекло меня также. Небольшой, видите, можно здесь посадить какую-то грядочку. Ну, в городе это как бы мало вообще распространено. Ну, есть немножечко вот тут вот земельки, и вот там земелька небольшая есть, деревце растет. Но часто вообще как бы во дворах не любят деревья, потому что они осыпаются, только грязь создают своими сухими листьями. Давайте заглянем в туалет. Посмотрите. Туалет также двойной, как и в доме родителей. Это и иранский туалет, и европейский туалет. Везде шланги есть. Все очень красиво, приятненько, чистенько. А здесь вход в дом. Снизу находится парковка. Может, туда не пойдем с вами, вот лестница здесь. А здесь такой, как, ну, прихожая, предбанничек. Хозяйка увлекается спортом, как видим. Второй этаж, там находится такая, как комната-кладовая, я так поняла, и выход. Я вам хочу показать, что такое апартаменты в Карадже, Тегеране, неважно. Мы сейчас находимся в доме моего брата мужа. Здесь пятиэтажный дом, по 3 квартиры на этаже. Мы сейчас с вами спустимся на парковочку. Когда покупаешь здесь квартиру, тебе изначально предоставляется одно машиноместо бесплатно. Если у семьи 2 машины, можно купить еще дополнительное машиноместо. Посмотрите, то есть здесь достаточно такая просторная парковка, все отделано мрамором, чистенько. Оплачивает, я так понимаю, не консьержу, но человеку, который здесь убирает, приходит. Двери автоматически открываются, то есть когда подъезжаешь, на кнопочку нажимаешь, они сами открываются, очень удобно, не нужно вставать, попу поднимать с машины. Здесь также есть небольшой дворик, я вам покажу, что это такое. Друзья, вот такого плана внутренний дворик. Здесь нет такого понятия, вот как у нас, знаете, дворы внутри, где дети могут играть, песочница, какие-то там горочки. Такого нету. К сожалению, дети играют. Я знаю, что здесь вот внутри прямо на парковке дети играют или выходят на улицу играют. Вот. Ну, вот таких вот обустроенные места только есть в парках, куда нужно ехать. А так вот, чтобы вот из дома вышел, в песке поковырялся, для детей такого нету. Небольшой такой садик какой-то есть, лавочки, то есть могут жильцы посидеть. Такого плана хотела вам показать, что такое, потому что даже у моих некоторых родственников представление такое, что Иран это пустыня, Иран это верблюды. Нет, дорогие друзья, это не так. Здесь все цивильно. Люди живут, конечно, по-разному, есть и частные дома, но вот это вот типичное, мы видим с вами, что сколько тут раз, два, ну вот как я вам сказала, 5 этажей, на каждом этаже по 3 квартиры, я так понимаю, разные разделения есть, вот тот отсек дома и вот этот вот. Что касается стоимости недвижимости, здесь Карадж, это такой, грубо говоря, вторая столица, это пристоличный город, тоже он большой, это не столица. Вот такого плана недвижимость здесь будет стоить $500-600 метр. Вот, то есть относительно, например, нашего Минска это дешевле. А еще я что хотела заметить, друзья, 5-этажка, но есть лифты. А у нас, к сожалению, когда 5-этажка, это пешком. Здесь, наверное, как идет 2 отсека, это как разные подъезды, входы, и везде есть свой лифт. Давайте с вами проедемся сейчас на 5-й этаж домой, посмотрим, как это выглядит. Вот уже лифт у нас стоит на парковочке. Можно также, если лифт не работает, вдруг пойти по лестнице. Смотрите, так выглядит общий коридор, 3 квартиры, как я вам и сказала. Мы здесь проживаем временно у брата моего мужа.